Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот сегодня у нас передача о поступлениях новинок в наш магазин. Ну вот видите, их пришло так много, что просто они с трудом помещаются на рабочем месте, в котором мы проводим съемки. Дело в том, что год назад примерно мы попробовали, привезли вот такие вот прозрачные боксы для моделей. Это были в основном модели для моделей кораблей в 350 масштабе и в 700. Ну, поскольку почувствовался от вас, покупателей и наши почитатели, интерес к данной продукции, вот мы повторили и привезли таких боксов еще. К тому же привезли еще их других размерных типов. Ну вот мы в свое время показывали, вот такая вот здесь есть, они здесь всякие разные. Вот, ну, что, во-первых, очень приятно, что теперь пишет компания, это Master Tools. Вот, и здесь вот в уголочке можно специально посмотреть, здесь указывается для какого масштаба, то есть для самолетов в 72-м, допустим, ну, техники в 18-м, 25-м и в 35-м масштабе. Вот. Различные модели мы также привезли для автомобильной техники в 24-м, для различных. Вот, также вот, в 35-м масштабе. Замечательные боксы также, поскольку очень много довольно-таки людей собирают мотоциклы в 12-м масштабе. Вот, вот такой вот замечательный бокс для техники. И также вот такой бокс для фигурок в 12-м и в 16-м масштабах. Вот, что бы хотелось сказать, что очень хорошо данная компания упаковывает свои самые, то есть они проложены вот так вот здесь, ну так знаменитая, как говорят у нас в народе, пупырка. То есть они все вот доезжают к нам из далеких стран в целости и невредимости. Вот, поэтому можно их посылать спокойно почтой. Я думаю, что они будут доходить замечательным образом. Вот, ну, а сейчас мы вот рассмотрим, например, один поближе. Вот мне очень понравился, я собираю вот авиационную технику, вот такой футляр меня очень сильно порадовал. Я такой обязательно приобрету для своей модели, для одной. Сейчас мы попробуем его немножко посмотреть поближе. Уважаемые коллеги, вот этот вот футлярчик мы рассмотрим поближе. Опять же, размер его 316 на 276 на 136. Ну, 136, понятно, что это высота. Вот сейчас вот мы его посмотрим поближе. Выглядит тут он вот таким вот образом. Значит, он у нас вот таким вот образом снимается. Понятно, что здесь можно сделать какую-то площадку, можно поставить траву, имитацию, допустим, ну, аэродромного покрытия, ну, я говорю, для авиационщиков. Сюда также замечательно влезает техника в 35-м масштабе, но мы возьмем небольшую технику, ну, вот мы возьмем вот БМД-2 мы возьмем, которая у нас воевала в Афганистане. Вот так вот машина, вот мы ее вот так вот закрываем и видим, что, в принципе, по большому счету, для одной модели даже немножко много места, но если, допустим, кто-нибудь из вас захочет сделать какую-нибудь диорамку, сюда поместится даже, может быть, какой-нибудь элемент какого-то блокпоста, дорога, сюда поместятся фигурки солдат и так далее. То есть в 35-м сюда техника влезает довольно-таки замечательно. Хотя, в принципе, я думаю, что в основном этот бокс для авиации 48-го масштаба. Но здесь хотелось бы сделать одно исключение. Дело в том, что если авиация Второй мировой войны сюда, ну, я думаю, двухмоторные машины вряд ли сюда влезут, но одномоторные истребители Второй мировой войны сюда влезут, то вот мы сейчас возьмем, попробуем взять самолет в 48 масштабе. Это вот Фантом, который я когда-то сделал, до сих пор не могу его выбросить, и вот все время постоянно хвастаюсь. Вот Фантом, например, сюда, как вы видите, не влезает совсем чуть-чуть. То есть, если это, допустим, будет МиГ-21 в 48 масштабе, ну, например, от Эдуарда, он сюда замечательно влезет. Вот. МиГ-31 в 72 масштабе сюда замечательно подойдет. А вот в 48 масштабе реактивная техника, ну, поскольку она сама побольше, она сюда не влезает. Поэтому я думаю, что вам нужно прекрасно знать выходные размеры вашей модели, особенно в длину. И таким образом потом уже рассчитывают на то, какой именно футляр
необходим вам для того, чтобы придать замечательный вид, защитить вашу модель от пыли и прочих негативных внешних, ну, то, что у нас дома бывает, в основном, конечно же, это пыль. Вот таким вот образом. Так что, еще раз, вот мы рассмотрели 11 колпаков. У нас их много, самых разных. Я думаю, что мы будем заниматься этими колпаками и дальше. Вот, их тут довольно-таки большое количество, ну, всяких разных. Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь в наши магазины, приобретайте замечательные средства для того, чтобы ваши модели были более демонстрационные. Я знаю, что многие модели возят на какие-то различные слеты, выставки. Я думаю, что если модель закрепить, поставить ее в таком корпусе и привезти на выставку, это будет, в принципе, очень даже здорово. Да, ну вот, меня зовут Павел, Мир моделей. До новых встреч, ждем вас в наших магазинах. Уважаемые коллеги, так называемое, сегодня наше небольшое вступление, так называемое ПС, послесловие. Мы рассматривали вот такие вот короба. Именно вопросы вот у наших коллег, которые приходят в магазин, именно вот были вот по этому вот коробу. В него мы ставили машину BMP-2D, находящуюся у нас в этот момент на полке. И один из коллег спросил, а что туда влезет точно? Ну вот, встал вопрос, мы с ним поспорили, я сказал, что туда влезает Юнкерс 88 ТСМ и Хенкель 111, ну, наверное, с трудом. Я был неправ, поэтому я своему коллеге Андрею Гуркину приношу извинения. Я вам проспорил 100 рублей. И вот, значит, в чем, собственно, произошел спор. Сейчас, в данный момент, я вот собираю всем известную в 48-м масштабе, это P2 от компании «Звезда». Вот. И вот сейчас мы возьмем вот такой короб, и я вам документально покажу, как я был неправ. То есть, вот, например, этот короб, вот там практически собранная модель в 48-м масштабе самолета P2 от «Звезды». То есть, эта модель туда замечательным образом помещается. Так что вот предмет спора был таким, документальное подтверждение, оно перед вами. Поэтому, коллеги, те, кто будет приобретать, вот, допустим, вот такой вот короб, имейте в виду, что самолеты одномоторные сюда помещаются в 48 масштабе хорошо. Самолеты в 72 масштабе, особенно реактивной авиации типа МиГ-31, сюда надо мерить по диагонали, может быть, и он сюда не поместится. Юнкерс 88 в 48 масштабе от ACM или Драгона сюда не влезет. И, соответственно, Хенкель 111 сюда тоже не влезет. Вопрос был еще по Мессершмитту 110-му, но в данный момент такой модели сейчас в наличии нету. Есть модель вот P2, она сюда влезает, что, в принципе, вы видите перед собой на экране. Вот, собственно, небольшое, так сказать, выступление мое сегодняшнее подходит к концу. Еще раз, задавайте вопросы, приходите, покупайте. С вами был Павел, Мир модели. До новых встреч!